правило, довольно часто человеку не хватает какой-то удачи, не хватает, чтобы кто-то помог в достижении тех или иных высот, которые он планирует в этой жизни вообще, в принципе, достичь, чтобы обеспечить свою семью, чтобы обеспечить себя безбедным будущим и жить, наслаждаться жизнью, позволять себе больше на работе, как и в бизнесе, как и в работе по найму. Также у человека постоянно возникают какие-то преграды, какие-то проблемы, и он так или иначе их решает или пытается их решить. Но иногда бывает то, что своими силами решить эти вопросы человек не может, и тогда он начинает искать, какие варианты вообще, в принципе, возможны. Ну, у кого-то, как мы все прекрасно понимаем, есть связи, у кого-то есть родственники, которые помогут, да, и обеспечат какую-то преференцию в плане продвижения по службе, продвижения по карьерной лестнице или устроиться в какую-то более, скажем так, доходную сферу, там достичь каких-то результатов высоких, и исходя из этого результата, из результата тех действий, которые он, скажем так, понимает, как делать, понимает, как пользоваться той или иной ситуацией, он начинает зарабатывать больше и достигает каких-то уровней, на которые он пытается забраться, пытается залезть. И тем самым обеспечить своей семье, себе безбедное, процветающее, такое настоящее и, возможно, будущее. Но такое, оно не у всех встречается, не каждый человек приходит к правильным выводам, когда он заходит в ту или иную компанию или начинает какое-то свое личное дело, открывает бизнес, и у него так или иначе что-то не получается. Связано это со многими аспектами, да, в первую очередь, потому что человек, как правило, думает в основном не о том, что на самом деле ему принесет деньги, принесет ему высокий доход, а о том, что он хочет получить от этого дохода. То есть он мечтает о том, что у него будет большая квартира, машина какая-то дорогая и прочее, прочее, прочее. Но в первую очередь, когда ты что-то начинаешь делать, тебе нужно задуматься о том, каким образом это сделать эффективнее. Надо обращать внимание на то в данный момент, какие в этой сфере, где ты начинаешь свой путь, действуют правила, потому что не все это понимают, не все понимают то, что многим профессиям можно обучиться, не обращаясь к каким-то образовательным учреждениям, да, когда мы, в принципе, идем в эту жизнь, мы проходим школу, проходим какие-то специализированные образовательные учреждения, потом мы попадаем в какие-то вузы, получаем высшее образование, потом следующее высшее образование, а потом понимаем то, что большинство из той информации, которую нам в этих заведениях преподавали, на данный момент уже не актуальна. Или эта информация, она, в принципе, носит как рекомендательный какой-то такой отчасти иллюзорный такой опыт, да, то есть практики мало, реальной информации, которая будет полезна, ее тоже мало. В основном все сводится к какой-то теории, которая, как правило, не всегда работает. И тогда человек, просто попадая в ту или иную сферу, он понимает то, что здесь все на самом деле работает по-другому. И тем самым самая главная проблема такого пути — это первое, то, что в основном не каждый человек выбирает ту сферу, которой действительно хочет заниматься, ту профессию, в которой он реально может достичь каких-то высот, и она ему нравится, он хочет в ней разбираться. В основном все это сводится к тому, что
Родители решили, тебя куда-то засунули, ты там получил образование, или там в компании друзей кто-то выбрал такой путь, а ты просто как обезьяна посмотрел на него и, ну да, я тоже так хочу, я пойду туда. И ты не разбираешься в том, что на самом деле хочешь делать в этой жизни. И тем самым ты не понимаешь, для чего ты более грамотно можешь использовать те ресурсы, которыми тебя наградила судьба, которыми тебя наградил Создатель, когда ты, в принципе, пришел в этот мир, да, и ты можешь достичь невероятных результатов в какой-то сфере или в нескольких сферах. Но, как правило, ты ошибаешься. Или ошибку делает тот, кто за тебя принимает решение, чем заниматься тебе в дальнейшем будущем. Ну вот. С этого, в принципе, начинает каждый человек. И большинство людей, они ошибаются в выборе своей профессии, занимаются тем, чем не хотят заниматься, и, соответственно, от этого толку мало, денег мало, от этого только стрессы, болезни и все прочее потом развивается, и комплексы все, которые потом будут мешать в жизни, которые будут мешать в личной жизни в том числе, потому что вы будете понимать то, что вы не реализовались, у вас не получается то дело, которым вы занимаетесь, которое приносит вам какие-то деньги. Вот. И, соответственно, здесь стоит задуматься о том, что, возможно, вы выбрали не тот путь. И когда вы задумываетесь о том и начинаете искать какой-то способ решения, то рано или поздно вы можете попасть на такую информацию, что вообще-то существует заговор на удачу, заговор на деньги. Сейчас я расскажу вкратце, как это работает. То есть работа выполняется не для каждого человека. Если человек хочет поменять кардинально свою жизнь и заняться чем-то другим, чем-то новым, если его сфера деятельности не относится к тем, которые я сейчас перечислю, то тогда эта работа подходит ему, так же, как и тем сферам, которые я перечислю. Если же вы не занимаетесь и не хотите, не стремитесь к тому, чтобы развиваться в этой жизни и зарабатывать, скажем так, достойные деньги для вас, для вашей семьи, и позволять себе намного больше, чем вы даже могли подумать, и в ваших мыслях такие идеи были достаточно скептически оценены всеми вашими близкими, друзьями, знакомыми, то тогда у вас возникнет, конечно, проблема. И, скорее всего, такая работа вам не подойдет. Ну так приступим к тому списку, перечню профессий, в которых, вариантов занятости, в которых данная работа будет иметь максимальный эффект, максимальный успех. К такой деятельности относится бизнес, личное дело. Если вы занимаетесь продажами, если вы работаете в какой-то структуре, в которой есть карьерный рост, и вы со своей позиции каким-либо образом чисто теоретически можете пойти дальше, можете занять более высокую позицию в компании, в которой вы сейчас, допустим, работаете. И вам просто не хватает тех самых связей, того внимания начальства, того какого-то успеха, который заметят ваши коллеги и будут ценить вас намного выше, больше и, соответственно, продвигать вас по карьерной лестнице. Таким способом мы можем отделить две направленности этой работы. То есть первое — это личное дело, продажи и карьера. И второе, если вы где-то трудитесь и хотите сменить свой род деятельности, да, то есть если вы водитель, допустим, медсестра без образования, которая не может пойти дальше и стать врачом, и еще кто-то, то есть воспитатель, сиделка, там кто угодно. То есть человек, который ограничен, в принципе,
Это хорошая профессия, но вопрос в том, что он, этот человек, ограничен в плане карьерного роста. То есть карьерный рост, он в принципе невозможен. Тогда мы говорим о том, что надо сменить род деятельности и пойти туда, где зависит от количества клиентов, рисовать, выполнять заказы какие-то по строительству, к примеру, выполнять заказы по поставкам чего-либо, то есть продажи, продавать недвижимость, продавать автомобили, что угодно, изготавливать собственное какое-то производство. Причем это может быть как маленькое производство, которое, можно сказать, упаковка, допустим, крафтовая бумага, там, неважно. Вот. Либо это, там, не знаю, вы помидоры решите выращивать. Все это, оно подходит. То есть сейчас у вас, в принципе, появилось понимание о том, какая деятельность подходит для того, чтобы зарабатывать больше. То есть если у вас может стать больше клиентов, если такое в принципе реально, если вы сможете этих клиентов переварить, обработать, и таким образом вы можете воспользоваться данной услугой. Это для понимания, кому данная работа подходит. Работа выполняется по фотографиям, по дате рождения, по полному имени, фамилии и отчеству. Соответственно, мы имеем в результате выполнения такой работы через 2-3 недели после того, как вы ее заказываете, что-то вроде вот такого вот амулета небольшого размера или пара амулетов, которые вы постоянно носите с собой. Носите с собой на переговоры, носите с собой на работу, на встречи деловые. Вы постоянно его с собой таскаете, и от вас больше ничего не требуется. Просто требуется выполнять те действия, которые обычно выполняет человек на этой позиции. То есть вы работаете, а эффект от вашей работы усиливается. Усиливается в 2-3-кратном размере. Это средняя, скажем так, по больнице температура. То есть в 2-3 раза увеличивается доход у каждого, кто заказывает данную работу. Данная работа делается на 5 лет. Ее можно повторить не более 3 раз, потому что после повторять ее смысла никакого нет. Те ресурсы, которые заложены изначально в вашей судьбе, они имеют определенный лимит. Если вы за 15 лет, скажем, трижды заказав такую работу, добились результата там 2-3-кратного роста своего дохода или там 5-кратного роста, то после 15 лет с момента первого заказа этой работы и потом через 2 повторения уже смысла заказывать ее в 4-й раз никакого нет, потому что эффекта не будет. Но у вас есть 15 лет, если вы заказываете ее трижды, или вы заказываете 1 раз, и у вас есть 5 лет, чтобы добиться результата. Потом усилить его, если вам это необходимо, и продлить этот срок, в котором удача будет вам сопутствовать, таким же образом, как, допустим, в первый раз, когда вы ее заказываете. Работа показала себя как максимально эффективная, приносит реально тем, кто делает, кто не сидит на месте, кто добивается. То есть вам просто надо поверить в себя и начать делать. Вы увидите, какой будет результат. Здесь все зависит только от вас. Конечно, никаких золотых слитков вам на голову не попадает после того, как вы заказываете эту работу. Но есть случаи, когда человек кардинально меняет свою жизнь, и на фоне того, что он понимает, что сейчас вся удача сфокусирована на том, что он делает, она ему помогает добиться тех результатов, о которых он мечтает или о которых даже мечтать и не думал. Поэтому данная работа имеет место быть, эффективно, рекомендую к применению. Заказывайте работу, обращайтесь к Георгию, и теперь вы просто
более четко понимаете, что это за работа, для кого она подходит, для кого не подходит. Если вы хотите изменить свою жизнь к лучшему, то тогда данной работой следует воспользоваться в обязательном порядке. Ну а тем, кто досмотрел это видео до конца, большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, распространяйте это видео среди своих знакомых, которым вы хотите пожелать удачи и успеха, а также, возможно, им немного помочь в этом. И тем самым вы подскажете им верный путь, направление, движение к своей мечте. Всем пока.